Бонжур, мои дорогие друзья, я Саша Иванов, я специалист по SEO-моде, единственный в мире на момент записи этого видео. У нас второй урок в нашем предмете, посвященном имиджу. И поскольку мы занимаемся отношениями, мы занимаемся изменениями, то это имидж не столько внешний, сколько внутренний, что оказывает гораздо больше влияния, надо сказать. Меняется гораздо проще и дешевле, чем образ лук внешний. Сегодня мы поговорим о таком элементе, об одном из 16 элементов SEO-моды, как SEO-гамма. А SEO-гамма, она посвящена интересам. И, казалось бы, непонятно, с чего это мы взяли эту SEO-гамму для флирта. Потому что во флирте интерес понятен, это секс. Я предлагаю кому-то заняться со мной сексом, я говорю, что я готов к этому, и пытаюсь его, убедить. И причем тут, спектр интересов. Но на самом деле все не так-то просто. Потому что и в процессе флирта особенно говорится что-то одно, а имеется в виду что-то другое. Так вот, это что-то одно, чем богаче, чем разнообразнее палитра ваших интересов, тем вам легче. Да и вообще само понятие флирта, как и многие другие понятия, оно достаточно сложно, оно требует кругозора определенного. И мы о кругозоре на этой неделе довольно часто говорим. Я хочу сделать, во-первых, предостережение. SEO-гамма – это ведь как? Это либо монохромно, либо разноцветно. Монохромно – это когда есть какой-то один, глубокий такой интерес. Я очень хорошо знаю что-то одно. А разноцветное многоцветие – это много интересов, в которых я, как правило, не достигаю какой-то глубины, а такое несколько поверхностное. Так вот, когда речь идет о флирте, в особенности о знакомстве сначала, не нужно показывать, что вы не знаете даже того единственного предмета, который вас интересует. Это скучно очень. Да? И второе, не надо показывать, что вы в ряде, областей просто глубокий специалист. Это утомляет. Не надо людей бомбить таким образом. Я бы сказал, что что-то по-среднему. То есть даже если я, разбираюсь во всех вещах, я не буду этого показывать. Не знаю, из скромности, но на самом деле просто, чтобы не перегружать канал, который между нами создается. Да. Во-вторых, я бы, в моде вообще полагается давать советы. А я как-то этого избежал в прошлый раз, например. А SEO-модный, совет на этот сезон. То есть, какие интересы в моде. И я бы хотел, сказать вам, что в этом сезоне, и, может быть, этот тренд еще и сохранится, рекомендуется взять что-то одно, быть монохромным. Например, почитать о сингулярности, о том, что будет в 2024 году, какую-нибудь, такую обзорную маленькую статью, 8 изменений, о которых вы не подозреваете, которые ждут вас еще уже через, несколько лет. Или 16 изменений, о которых вы не подозреваете. Что-нибудь такое, да? То есть, что случится в ближайшем будущем, что обалденного случится в ближайшем будущем. И потом по статейке можно еще об этом прочитать, и вы сможете, быть интересными. Это первое, это то, что нужно, скажем, да, освежить свою SEO-гамму. Во-вторых, давайте не говорить про книги, и давайте не говорить про политику. А говорить лучше про экологию отношений, например, да, и про наступающую эру мессенджеров, и правильных ботов. И, это тема, которую поддерживают современные, развитые люди, которые интересуются тем, что происходит прямо сейчас. И еще наше обычное пожелание: перестаньте делить людей на мужчин и женщин, не упоминайте об этом, говорите просто о людях, говорите о мужском и женском. Это мое чисто личное, но вообще чье еще здесь чисто личное может быть.
Вот. Это то, что касается шео-гаммы. Это были модные советы от Саши Иванова. Спасибо за внимание. До следующего урока. Пока.